Я опять хочу с вами поговорить про смерти на дорогах и про огромную проблему для нашей страны, потому что каждый год несколько десятков тысяч человек погибают в России на дорогах. Это гораздо больше, чем в Европе, и этому нет никакого оправдания. Каждый день несколько десятков человек погибает на дорогах в нашей стране. Каждый день это такой маленький теракт, и это проблема. Это проблема. И я хотел бы с вами поговорить сегодня про скорость. Вот сейчас опять такая активизировалась дискуссия относительно скорости. До Нового года появились новости, что правительство просит убрать 20-километровый вот этот вот нештрафуемый барьер, да, то есть теперь только за 10 километров штрафовать не будут, а дальше уже штрафы будут приходить. И вроде даже вот руководство ГИБДД высказалось за. Но Единая Россия, наша дорогая партия Единая Россия, она сказала, что нет, это антинародная мера, это нельзя так делать, как-то так люди не будут гонять, это вообще что такое, это ужасно. И я начал смотреть дискуссию, вот Дмитрий Анатольевич Медведев, как опытный водитель, он сказал, что я как водитель могу сказать, что иногда не замечаешь, 10-20 ты там превысил, это вообще ерунда, какая разница. А то, что вот эти вот 10 и 20 километров в час, они могут стоить кому-то жизни, ну ничего, бабы еще нарожают, это все ерунда. И сегодня я хотел как раз с вами поговорить о том, как делать улицы, как проектировать улицы, как делать города так, чтобы там можно было даже не вешать знаки. Обратите внимание, когда вы будете в Европе, часто дорожные знаки даже не висят. И вы не знаете, какое ограничение скорости, но вы не можете ехать больше определенной скорости. Если это жилая зона, да, вам некомфортно ехать быстрее, чем 20-30 км в час. Если это загородная трасса, там, например, 90 или 110 и так далее, и вы едете и понимаете, что максимально комфортная скорость, она такая, какая на трассе и должна быть. Потому что важно не только вводить штрафы, важно не только вешать камеры, вешать знаки, да, и как-то вот там трахать водителей, пугать, это тоже важно. Важно проектировать улицы так, чтобы у водителей не было возможности нарушать правила. То есть превышать скорость должно быть просто некомфортно. И сегодня я хотел как раз поговорить с вами про успокоение трафика. То есть про физические меры, как нужно успокаивать трафик. Что для этого делается и что нужно делать в России. И в России изменение стандартов проектирования улиц должно просто стать новой национальной программой по снижению смертности в ДТП. Ну, давайте приведу несколько примеров. Вот посмотрите, как выглядит дорога, которая, обычная дорога, которая идет через деревню в России. Я уверен, многие из вас по этим дорогам ездили, а может быть кто-то даже жил в таком населенном пункте, есть такие дороги. Это не федеральная трасса, это просто дорога, на которую нанизаны вот эти вот маленькие деревушки. Я думаю, сейчас очень хорошо понимаете, о чем речь. Одновременно это чаще всего еще и единственная улица, которая есть в этой деревне. То есть по этой дороге люди ходят друг к другу в гости или в магазин. Эту дорогу постоянно переходят, на ней могут быть животные, животные могут ее перебегать. На ней могут вообще играть дети, потому что это единственный асфальт, и там они катаются на велосипеде и так далее. И все это существует рядом с постоянно проносящимися автомобилями. Обычно скорость у нас в населенном пункте, она ограничена 60 км в час, плюс 20, которые не штрафуемые, и можно еще так поддать газку и поехать, в принципе, соточку, потому что такое 100 км в час? 100 км в час это 250 рублей штраф, если вы сразу его оплачиваете. Вот и несутся по таким дорогам с ветерком. А теперь посмотрите, как подобное место выглядит в Нидерландах. Во-первых, чтобы водитель снизил скорость, они вешают не знак. У нас как? У нас даже знак не вешают, у нас висит название населенного пункта, которое говорит белым. Да? Если на загородной трассе белое название населенного пункта, значит там ограничение скорости 60 км в час. Так вот, кто-то это не замечает, кто-то просто отвлекся, и он влетает в эту деревню. Как делать правильно? Начнем прямо просто с въезда в населенный пункт. Перед въездом в жилую зону должно быть просто физическое искривление дороги. Просто дорога должна физически искривляться. Тут можно вообще не вешать знаков, не ставить камер. Водитель сам снизит скорость, чтобы просто не повредить свою машину, не налететь там на отбойник. Далее дорога сужается. Иногда она сужается до одной полосы. Вот посмотрите, опять же, интересный пример из Голландии, когда дорога сужается до одной полосы. Да, не по одной полосе в каждую сторону, а вообще всего одна полоса. И на этой полосе еще в шахматном порядке установлены преграды, которые эту дорогу искусственно искривляют. И ограничение тут не 60 плюс 20, да, не 80 км в час,
а всего 30 км в час. Потому что это та скорость, когда водитель не сможет никого убить, когда он отреагирует на внезапно выбежавшего ребенка, на животные, которые там могут ходить, на любую чрезвычайную ситуацию он сможет отреагировать. Это безопасная скорость 30 км в час. И благодаря вот таким вот искусственным преградам водитель едет очень осторожно. И если вдруг появляется встречный автомобиль, то нужно будет очень аккуратно разъехаться, нужно будет снизить еще скорость. И, конечно, понятно, что такое решение с одной полосой применяется там, где небольшой трафик. Это мы еще не говорим, что нужно там загородные шоссе такие делать. Естественно, нет. Это обычно вот эти вот такие дороги, где там ездит одна машина там несколько минут. Вообще, если мы говорим про тихие улицы, то искривление дороги является очень важным фактором. В зависимости от того, как сильно мы хотим снизить скорость, искривления могут быть разными. То есть установка преграды на дороге — это нормально. А это, конечно, жутко сейчас бомбанет у водителей. Как-то так, а как я поеду ночью пьяный, я объеду в этот столб. А если будет еще что-то, а я буду ехать, а я не замечу, мы убьемся все. Так вы не это для этого и делаете, чтобы вы выбирали такую скорость, чтобы не убиться и чтобы ехать медленно. Вот посмотрите, например, давайте в Новую Зеландию. В Новой Зеландии, где любят людей, где любят природу, где никто никого не убивает. Вот Новая Зеландия. И там посреди дороги высадили деревья, прямо по центру дороги. Да. У нас бы, конечно, все плевались бы и орали, а в Окленде просто ценят жизни людей, и вот такая мера. Высадили деревья. А еще очень важно делать правильно пешеходные переходы. Я про это говорю бесконечное количество раз, но все равно постоянно мы с вами видим видео, как сбивают людей на пешеходных переходах. Пешеходный переход, это, друзья, это не только разметка. Чтобы водители снижали скорость перед пешеходным переходом, обязательно нужно тоже делать искривление дороги или сужение дороги. Обычно это происходит естественно, потому что когда вы делаете островок безопасности, дорога у вас сама по себе, она уже начинает искривляться. Кроме защиты пешехода, островки еще делают безопасным перекрестки, потому что у вас уменьшается радиус поворота автомобилей, что опять же снижает скорость, на котором автомобиль сможет войти в поворот, и водитель становится более внимательным, когда он входит в поворот. Он уже не может на 60 км в час войти в поворот, ему приходится снижать скорость. Пример хорошего перехода с подсветкой, вот островком безопасности и защиты пешеходов. Здесь видно, что полоса с каждой стороны сужается перед островком и расширяется до прежних размеров уже после. Еще одно интересное решение — это отсутствие знаков и разметки. Да, для нас это вообще звучит дико, но мировая практика, исследования, многочисленные исследования, они показывают, что на такой дороге водители ведут себя гораздо аккуратнее. Еще раз, нету знаков, нету разметки. Опять же, если мы говорим про какие-то тихие улицы в жилых районах, мы получаем такое вот общее пространство. Плюс этого пространства, что ни у кого нет приоритетов. Никто не знает, кто главный, и из-за этого все ведут себя аккуратнее. Да, оказывается, что много знаков — это не всегда хорошо. Я уже вижу, как, прочитав вот это предыдущее предложение, каждый гаишник, у него начинает кипеть голова, там, как это так? Он начинает вертеться, шипеть, дымиться, потому что он не способен себе представить дорогу без кучи знаков. Но такие дороги есть. Например, в Германии к началу 21 века действовало 648 различных указателей, которые в совокупности давали свыше 1800 комбинаций различных правил. Всего в стране насчитывалось около 20 миллионов знаков. Причем основная их масса была сосредоточена в центральной части города, где на 100 метров пути приходилось там по 20 знаков. Ну, это примерно как сейчас выглядит улица там в центре Москвы. Опрос показал, что 75% немцев недовольны огромным количеством знаков. И это самый высокий был уровень недовольства в Европе. Что дальше произошло? А дальше немецкий город Бомте в 2007 году, наряду с 6 городами и провинциями Великобритании, Дании, Бельгии и Голландии, они приняли участие в проекте Европейского Союза по избавлению населенных пунктов от дорожных знаков и указателей. То есть это была такая вот всеевропейская история. С улиц убрали все дорожные знаки, включая даже знаки ограничения скорости. Да, единственное правило, которое они сохранили, это было право помеха справа, правило помеха справа, а также запрет на передвижение в городской черте с скоростью больше 50 км в час. Результаты стали видны уже после первого месяца. В среднем на улицах Бомте, или Бомте, в котором проживало чуть больше 13 тысяч человек, происходило от 40 до 45 аварий в год. При этом за первый месяц после избавления от знаков не произошло ни одной аварии. То есть знаков не стало, аварий стало меньше. Вот это вот Утрехт, и тут то же самое. Для машин оставили узкую полосу по центру,
причем на ней должны умудриться разъехаться 2 автомобиля, по обеим сторонам от нее ездят такие вот большие велодорожки, по которым есть велосипедисты. Знаков, опять же, никаких не видно. Идем дальше. У нас не очень это любят, да, очень опасный момент — это перекрестки, где пересекаются потоки. И вы наверняка видели, что в Европе часто используется круговое движение. У нас круговое движение используется редко. Круговое движение, оно безопаснее, чем классический перекресток. Потому что, во-первых, вам нужно пропускать и смотреть за всеми пересечениями. Во-вторых, вам нужно, чтобы вписаться, нужно обязательно снижать скорость. Современное круговое движение используют на высокозагруженных улицах как меру успокоения трафика и замена знака «Стоп», который мы часто видим, на который вообще никто не обращает внимания. Еще, опять же, если мы возьмем европейский опыт, вот кто в Европе был, наверняка заметили, что там, где быстро ездить нельзя, делают очень узкие полосы. Например, вот по нашим ГОСТам на улице местного значения стандартная ширина полосы должна быть 3,5 метра. А в Швейцарии 2,6 метра. И быстро там никто не ездит, даже можно знаки не ставить. Просто когда вы едете вот так вот в притирочку ко всем машинам, вы не можете ехать, вы быстро не можете ехать. Чтобы не заехать другие машины на соседней полосе, вы должны быть очень внимательны. Вот, например, внутригородская улица в Норвегии. Вот здесь хорошо видно, что не только автобус, но и широкие легковые автомобили там помещаются просто впритык. Все эти меры помогают без каких-либо знаков и штрафов сделать физически невозможным или очень сложным нарушение правил. Даже если кто-то сойдет с ума, поставит себе мигалку, напьется, употребит наркотиков и вдруг решит полихачить, у него просто ничего не получится, он через 100 метров сам убьется и вылетит просто с дороги. Потому что правильно спроектированная среда, она сама по себе предотвращает нарушения и спасает людей. Я очень надеюсь, что наши законодатели, депутаты, правительство, ГИБДД и различные чиновники, они будут не только вот штрафами, отмены штрафов, допустимыми барьерами, недопустимыми знаками или еще чем-то, да, пытаться снижать скорость и управлять, а начнут наконец-таки задуматься о правильной городской среде. Нужно срочно менять принципы проектирования наших улиц. Нужно менять ГОСТы, нужно вводить какие-то положительные практики, нужно заниматься реальным спасением человеческих жизней. Еще раз, 20 тысяч человек каждый год погибает на дорогах в России. Это национальная катастрофа, кошмар, с этим нужно что-то делать. Как обычно, прошу вас, распространите ролик, покажите его своим знакомым водителям, отправьте его друзьям, родственникам, расшарьте его в соцсетях. Чем больше людей увидит, тем быстрее у нас сформируется запрос на какие-то положительные реформы, и это в конечном итоге спасет жизни людей. Всем пока, увидимся завтра в новом видео.